Всем привет, меня зовут Георгий Малеев, я тренер по бегу и здоровому образу жизни. В сегодняшнем нашем видео я хочу рассказать вам, как правильно выбирать беговые кроссовки. В первую очередь хочется рассказать вам о разнице между обычной обувью и специализированной беговой. В обычной обуви всегда используются натуральные материалы, более жесткая подошва и полное отсутствие каких-либо технологий. Да, потому что в обычной жизни при ходьбе мы не испытываем той нагрузки, которая может возникнуть у нас во время бега. В первую очередь хочется поговорить про подошву. Это главное отличие между обычной обувью и беговой. У беговой обуви всегда есть хорошая амортизация, пена, да, которую производители каждый раз, с каждым годом все делают лучше и лучше, материалы меняются, но и основная задача всегда стоит в амортизации. Дальше таким важным элементом в беговом кроссовке является перепад между пяткой и мыском. В обычной обуви этого перепада нету, потому что в паттерне движения ходьбы нам не нужно приземляться на мысок, мы можем спокойно ходить с пятки, и поэтому, например, у новичков всегда возникает самая первая ошибка в беге, это бег с пятки на мысок. Мы должны всегда определять наше приземление на середину, и тогда ваш бег будет более правильным с точки зрения биомеханики. Второе – это верх кроссовка. Верх кроссовка в обычной обуви используется в каких-то натуральных либо синтетических материалах, но они в основном все идут с минимальным потоотделением или вентиляцией. У беговой обуви всегда есть хорошая вентиляция, чтобы ваша нога чувствовала себя комфортно во время пробежки. Это, наверное, самые главные критерии, по которым вы можете точно определить, обувь обычная или все-таки ближе к беговой, к фитнес. Нет амортизации, какая-то верх из натуральной, может быть, кожи, либо какая-то синтетика, но она будет совсем не дышать. И эта обувь не подходит для обычной жизни. Теперь более предметно поговорим про разницу между беговой обувью и фитнес. Да, мы уже понимаем, что нам нужны кроссовки для занятий спортом, но важно понимать, беговая обувь и фитнес-обувь тоже имеют отличия. В фитнес-обуви в основном используются уже лучшие материалы верха, они дышащие, потому что нога уже увеличивается потоотделение, и ноге нужно дышать. С верхом, в принципе, у фитнес-моделей и у беговых моделей похожие технологии. По амортизации. Амортизация в фитнес-моделях более жестче, потому что во время занятий в зале нам не нужно защищать наши связки и суставы от той ударной нагрузки, которая есть во время бега. Плюс в фитнес-моделях часто используют нулевой перепад, потому что во время приседаний, выпадов или других упражнений в зале вам нужна устойчивость ноги. И это как раз обеспечивает отсутствие перепада, который в фитнес-моделях есть, отсутствует, а в беговой модели всегда есть. Это главное отличие между фитнесом. Фитнес-модели нам тоже не очень подходят, потому что они жесткие, без перепада, но уже ближе к нашим целям. Ну и теперь поговорим про наши самые важные модели. Это беговая обувь, специализированная беговая обувь, какие есть отличия, почему и зачем нужно выбирать именно беговую обувь для ваших тренировок по бегу. Первое, что хочется отметить, это разницу между беговыми моделями. Существует всего 3 типа беговых моделей. Тренировочные, скоростные модели и модели для соревнований. Сейчас я расскажу про каждую модель по чуть-чуть, и уже потом мы вернемся к подбору обуви. Тренировочная модель – это модель на каждый день. Они обладают средним весом, лучшей амортизацией и хорошей поддержкой верха с достаточно сносной вентиляцией.
Это тренировочные кроссовки на каждый день. Скоростные модели уже обладают меньшей амортизацией, так как кроссовки уже рассчитаны для бегунов продвинутого уровня. Верх уже более мягкий, у него почти отсутствует поддержка, потому что мы считаем, что во время занятий бегом и дополнительно выполняя упражнения вы прокачиваете свою стопу и вам поддержка не нужна. По набору технологий здесь также все как и в универсальной модели, полностью обладает разнообразными пластинами и какими-то вставками в виде карбона или какими-то другими технологиями. У разных производителей они свои. И третья модель это какой-то микс соревновательной и универсальной модели. Для соревнований вам необходимо обладать всеми качествами обуви. Она должна быть легкая, она должна быть с хорошей амортизацией и набор технологий, которые сейчас позволяют улучшить ваш бег, облегчить его за счет того же карбона, который позволяет вам лучше отталкиваться от поверхности, и нога, конечно, меньше устает. Но нас сегодня интересует самая универсальная модель. Это тренировочные кроссовки на каждый день, в которых ваша нога будет чувствовать себя комфортно, и ваши связки с суставами будут более-менее под защитой амортизации. Первое, самое главное, это размер обуви. Я предпочитаю выбирать размер на 0,5 или на 1 размер больше, чем я выбираю обувь для повседневной жизни. С чем это связано? Это связано с тем, что во время бега наша нога отекает, кровообращение увеличивается, и нога как раз увеличивается на те самые 0,5 размера. Соответственно, если вы выберете размер впритык в магазине, то во время пробежки вы будете чувствовать себя неуютно, нога будет онемеет и будет большой дискомфорт. Соответственно, выбирайте обувь во второй половине дня. Возьмите ваши любимые беговые носки, придите в магазин и спокойно начните мерить обувь. Всегда должен быть запас, не бойтесь. Ничего в этом страшного нет, вы выбираете спортивную обувь, которая прослужит вам долгое время и защитит ваши ноги от натираний. Всегда есть такая история про ногти, что размер, если выбрать один к одному, как у вас в обычной обуви, вы можете повредить себе ногти. Второе. В больших магазинах вы всегда можете протестировать вашу беговую модель на беговой дорожке. Это классный способ проверить, как сидит, удобно вам, неудобно, спадает, не спадает, поэтому воспользуйтесь этой услугой, она бесплатная в больших магазинах, примерить, побегать и почувствовать, ваша модель или не ваша. Например, у модели Adidas всегда есть широкая колодка, и в большинстве случаев я бегаю только в них, потому что, например, найковские кроссовки, они более уже, и мне не подходят за счет ширины стопы. Поэтому тоже обращайте на это внимание. И не ориентируйтесь на бренд, ориентируйтесь на ваши ощущения. Сидит комфортно, все хорошо, не сваливаются, тогда можно точно брать. Третий пункт – это выбор по сезону. Кроссовки имеют разнообразные технологии, и зимние кроссовки обладают такими свойствами, как утепление, либо влагоотталкивающие. На лето эти кроссовки, конечно, не годятся. На лето нужно брать с хорошей вентиляции, чтобы нога дышала и было хорошее потоотделение. Поэтому внимательно тоже обращайте на это внимание. Нога не должна перегреваться. Это будет влиять на общее самочувствие вашего организма. И четвертое – это амортизация. Если вы начинающий бегун и ваши тренировки 2-3 раза в неделю, всегда выбирайте модель с хорошей амортизацией. Вы поймете это по визуальному, первому взгляду, и второму уже после перемерки, что они должны быть максимально упругие, мягкие и отзывчивые. Все модели, которые являются универсальными, они обладают хорошей амортизацией и защитят ваши суставы и связки от повреждений. Но если вы будете правильно бегать. Понятно, что если вы будете бегать с пятки, то никакая амортизация в кроссовке вас не защитит.
Ну что, это были основные, наверное, пункты различия между обычной обувью и беговой. Мы поговорили с вами, как правильно выбирать беговую обувь, по каким критериям, на что обращать внимание. Бегайте без травм, с удовольствием. С вами был Георгий Мареев. Пока-пока.